Здравствуйте, подписчики и гости моего канала. Сегодня я вас познакомлю с прекрасным французским городом Нанси. Название города некоторым известно по названию одноименного футбольного клуба Нанси. Начинаем наше путешествие по городу с площади Шарля III. В эпоху Возрождения эта площадь была центром города. Здесь размещались рынок и ратуша. А сейчас вы видите церковь Святого Себастьяна, которая возвышается на фоне современных зданий. По бокам вы видите две внушительные статуи Святого Себастьяна слева и герцога Леопольда справа. Она была построена в 1731 году на месте полуразрушенного храма на пожертвования городских жителей. Архитектор храма Жан-Николь Дженнесон, статуи выполнены Виктором Юэлем. Также в храме есть могила Жана Жерарде, первого художника Станислава Лещинского. Сейчас вы ее видите слева. Что же это за художник, который удостоился чести быть похороненным в храме, что для нас, православных, это немного удивительно. Жан Жерарде был прекрасным портретистом и стал официальным художником Станислава Лещинского. Он рисовал портреты придворных, знати и художников. Также нарисовал прекрасный портрет самого Станислава Лещинского. Церковь Святого Себастьяна – одна из самых почитаемых в городе, однако с 1998 года она передана иезуитской общине Нанси. А сейчас давайте мы с вами пройдемся по старинным улочкам города Нанси. Нужно сказать, что на протяжении нескольких веков Нанси был столицей независимого герцогства Лотарингия и присоединился к Франции только во второй половине XVIII столетия. Город ежегодно посещает более 1 миллиона туристов. И самое красивое место в городе – это площадь Станислава, к которой мы сейчас с вами приближаемся. Площадь Станислава создана в середине XVIII века по инициативе последнего лотарингского герцога Станислава Лещинского. Однако сам Лещинский назвал эту площадь Королевской и наполнил ее поистине королевскими сооружениями. Расскажу немного об этом удивительном поляке, которому французы поставили памятник и назвали площадь его именем. Родился Станислав во Львове в 1677 году. 2 раза он был королем Польши. Однако после разгрома шведов под Полтавой ему пришлось бежать во Францию. Здесь Лещинский не растерялся. Он выдал выгодно свою дочь Марию за 15-летнего Людовика XV. Мария родила ему 10 детей, 3 из которых стали королями. И, видимо, в благодарность за такую прекрасную дочь Лещинский и получил от своего зятя Лотарингию во владение. Площадь образует единый градостроительный ансамбль с Пляс де ла Карьер и Пляс д'Альянс. Здания на площади построены в стиле модерн, архитектор Эммануэль Эре. Южную сторону площади занимает здание мэрии Отель де Виль. Фронтон над входом украшен гербом города Нанси. На площади находится Национальный оперный театр Лотарингии, он сейчас перед вами. С левой стороны фонтана вы наблюдаете музей изящных искусств. Особый шарм площади придают кованые ворота с изящными элементами и фонтаны с мифологическими сюжетами. Фонтаны Нептуна и амфитриты в стиле рококо изящно вписались в архитектуру площади. Это поистине королевское великолепие, на которое не устаешь смотреть. И, конечно же, без фотосессии здесь не обойтись. Кованые ажурные ворота и золоченые решетки сделаны в мастерской Жана Лямура. Прекрасно дополняют ворота и фонари золотого свечения.
но увидеть всю красоту светящихся фонарей можно лишь в ночное время. Точно так же, как и прекрасное светомузыкальное шоу, которое демонстрируется ежедневно в летний период на площади Станислава. С недавнего времени на площади разбита оранжерея, которая привлекает туристов экзотическими растениями, фонтанами и возможностью отдохнуть между пестрым разнообразием флоры. За 20 лет своего правления Лещинский сделал успешную реставрацию города, не забывая при этом и о своем зяте Людовике XV, которому пытался всячески угодить. В честь военных побед короля была воздвигнута триумфальная арка, а на самой площади стоял памятник Людовику. Через триумфальную арку можно пройти на площадь Пляс де ля Карьер с аккуратно подстриженными рядами лип. Площадь образована в XVI веке. Во времена Средневековья здесь проводились рыцарские турниры и другие конные мероприятия. Казалось бы, город небольшой, провинциальный, но какие пласты истории вскрываются и какие архитектурные шедевры сохранены. Такое отношение французов к своей культуре и истории заслуживает уважения. Замыкает площадь дворец губернатора. Если свернуть влево от площади, неподалеку находится прекрасный собор Базилика Святого Апра. Святой Апр жил в XVI веке, проповедовал Евангелие и открыл первый церковный приход в Нанси. Место выбрали не случайно. Первая церковь появилась на этом месте еще в XI веке. Собор очень величественный и красивый, и, глядя на него, создается впечатление бесконечного праздника. По правую сторону площади Пляс де ля Карьер находится парк Пепиньер, который был создан еще при Станиславе Лещинском. В парке вы увидите скульптуры Родена, также есть мини-зоопарк и прекрасная зона отдыха. На этом наша экскурсия по старинному городу Нанси подходит к концу. Надеюсь, мое видео вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик для того, чтобы получать уведомления о новом видео. Ставьте лайки и, конечно же, пишите свои комментарии. До новых встреч на моем канале. С вами была Светлана.